дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем. И, конечно, здесь сегодня, в новолуние, мы желаем всем счастья, добра, удачи. И поэтому расклад сегодня будет у нас на 4 позиции. Мы с вами посмотрим, что нас ждет в следующем месяце, какая удача, какой успех, что нам приготовили высшие силы. Но вначале давайте настроимся на сам поток новолуния. Это будет такая предиагностика. Посмотрим, что идет вообще из потока в целом на Землю, для нас, для осознанных людей, для путников. Ну а потом мы с вами возьмем по позициям. Наши 4 дракона расскажут нам все тайны этого новолуния. Посмотрим, какой поток нам приготовили высшие силы. Адал и Иса. Отлично. Мы знаем, что новолуние у нас в Раке, и здесь у нас идут энергии, которые говорят о том, что нас ждут перемены в личной жизни, в домашней сфере, где-то, может быть, даже на внутриличностном уровне. Но Адал и Иса – это про то, что мы будем внутренне что-то перестраивать, меняться, либо это внутрисемейная история, какая-то интимная, сакральная вещь. То есть это самое время заглянуть в себя и разобраться, чего я хочу на самом деле, как я хочу изменить себя, свою жизнь вокруг себя. И, может быть, даже задуматься над тем, кто рядом со мной, или кого я хочу видеть рядом с собой. Да, здесь про личностные границы, про то, как выстраивать взаимоотношения с самыми близкими членами семьи, родни, с теми, с кем вы находитесь под одной крышей. Как соблюсти, собственно, личностные границы, желание побыть одному, желание духовного роста, развития и в то же время взаимодействия, да, вот с близкими, с родственниками. И здесь решается тут такой, знаете, прямо принципиальный момент у нас сейчас на самом деле. Как будто бы поставить нужно точки над «и». И не идти на компромиссы. Вот энергетика такая бескомпромиссная. Вот это я, а вот это моя семья. Здесь нет слияния энергетического. Интересно, рак, он обычно сливается. Вот эта энергетика рака – это гиперопека, гиперзабота и слияние. Здесь какой-то урок как раз-таки контрастный очень. Для рака энергетика такая ловушка скука. Дар равенства, совершенно верно. Дар сладкое освобождение. Вот дар слияния. Но здесь смотрите, именно что мне доставляет удовольствие, что мне по кайфу. То есть смотрите, здесь мы освобождаемся от того, что нас уже не греет. Причем не то, что мы освобождаемся, избавляемся, выгоняем кого-то, но здесь явно пойдет откровенный разговор. Вот какое-то время для откровенного разговора. Разговора по душам, так тихонько, по-орачьи, сесть, поговорить, открыться, раскрыться. Интересно, какой тотем пойдет. Может быть, даже поднять такие интимные темы. Да, гусь, тотем гусь. Ну, это семейная история. Здесь можно планы построить на то, как дальше жить будем, как будем развивать, может быть, совместный бизнес, может быть, планы построить на тему переезда, улучшения жилплощади, каких-то условий жизни.
А, Здесь вот на поверку такое выходит, что что-то нас не греет. Вот не греет, и хочется что-то изменить. Изменить, ну вот буквально кто-то захочет ремонт сделать в квартире, да. То есть вот здесь такая вот тема, что и нам же нужно это все устроить, свое какое-то гнездышко, да. И нам нужно все это обдумать, и нам нужно вот придумать, и нам нужно как-то все это в творческой какой-то вот, что я люблю, что мне нравится. Вы знаете, что огромное количество пар разводятся из-за ремонтов. Вот здесь вот такое ощущение, что надо найти вот этот консенсус, что я люблю и тебе тоже нравится. И мы можем делать это вместе. Потому что раком управляет Луна. Луна у нас отвечает фактически за очень многие вещи, за питание, за ежедневный вот образ жизни, зону комфорта, все, что касается вкусов, причем таких вот ежедневных наших вкусов и пристрастий. Как проводить время, как отдыхать, как развиваться, когда ложиться спать, когда вставать. Есть разные биоритмы. Мы знаем, что у близких людей чаще всего разные биоритмы. Но надо как-то жить совместно, да? И вот надо договориться. Вот эта история про то, что давайте договоримся, давайте наконец-то честно скажем, что меня вот это не устраивает. Мне вот хочется вот так. Представляете, какая тут у нас история интересная? 11-й аркан сила. Ну, здесь явно налицо, даже может быть и конфликт, но он ведет к гармонизации отношений. Здесь может стычка произойти такая у кого-то, резкий всплеск, но зато все поняли друг друга, вы услышаны, вы поняты, вы приняты. Угу. Здесь совет, не откладывайте этот откровенный разговор. Это лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Это лучшее время, чтобы, знаете, вот открыто поговорить о том, что не устраивает. Но как-то постарайтесь поспокойнее. Здесь есть искорки, которые могут подвести к какой-то конфликтной ситуации, но не хотелось бы. Давайте возьмем совет для нас. Энергетика новолуния. И опять аркан сила. Смотрите. Обуздайте свои страсти и превратите силу разрушения в силу созидания. Но раз у нас 2 раза аркан сила, значит, что-то уже надоело настолько, что трудно с этим мириться. Причем это про ежедневное, еще раз подчеркну. Это накапливается, это каждый день, и вот оно вот где-то уже дошло до точки кипения. И во имя гармонизации, во имя того, чтобы это не дошло еще там до аркана башни, допустим, до 16-го аркана, здесь нужно откровенный разговор. Он просто необходим. Но он может быть на повышенных тонах, поэтому я вас предупреждаю. Давайте стремиться к балансу. Нулевой аркан. Хаос, пустота, потенциал. У вас в руках пустота, и вы вольны творить свою реальность. Вот смотрите, тут реальность творится буквально из таких вот мелочей. То есть это вот ощущение, знаете, жизнь состоит из мелочей. И вот эти мелочи вдруг становятся очень важны. Если в другое время мы как-то не обращаем на них внимания, то сейчас каждая мелочь это прямо может привести, да, к какому-то такому легкому зажиганию. Но зато здесь и вспышка, она хоть и яркая, но она быстро угасающая. Знаете, как вот вспыхнула и погасла, и все встало на свои места. Девятка воды, видите, любовь, взаимность, близость. Просто наслаждайтесь тем, кто рядом, вы нашли друг друга. Смотрите, у кого-то это будет очень яркая страсть,
Это будет вспышка такая вот сексуальная, это будет любвеобильная ночь и так далее. То есть у кого-то это будет жаркое примирение в постели после выяснения отношений, но здесь в любом случае до разрыва не доходит. Но что-то вот хочется в пылу выразить, в пылу сказать. И это нужно, это пойдет на пользу всем. Королева Земли. Сила, уверенность и воля. Вы хозяйка положения и своей жизни выстраивайте мир под себя. Не замалчивайте, дорогие мои друзья. Если вас что-то не устраивает, выстраивайте мир под себя. Делайте так, как вам удобно. Это лучшее время, чтобы сказать, что вас не устраивает и чего вы на самом деле желаете и хотите. Вот именно в кругу ваших близких, кто рядом с вами живет. И это очень важная часть, очень важная часть. Потому что от этого душевного комфорта зависит ваше изобилие. Духовный совет для нас. Звездные эмпаты, энергетическая целостность и чувство других. Очень эмоционально может пройти это новолуние для многих семейных пар. У кого-то это в бизнесе может выразиться, да, но в любом случае вы с кем-то взаимодействуете, есть некое окружение, и вот чувства прямо оголены. Это чувствуется, это ощущается. Но вот это рачья тема, да, раки, они такие. И тем не менее, любой рак стремится к миру, к гармонии, к балансу. И поэтому это лучшее время для выстраивания каких-то чувственных, тонких отношений, таких открытых и нежных. Потому что рачья энергетика – это очень нежные чувства, это чувство заботы, чувство любви, чувство принятия ближнего своего. Поэтому смотрите, вот энергетика про это, про то, как жить в мире, в гармонии и в любви. И это очень важно, уделить этому сейчас внимание. Ну что ж, мои дорогие, давайте продолжим эту тему. Посмотрим, что для каждого из вас несет новолуние. В ваши дома, в ваши семьи, над чем работать в первую очередь. Я знаю, что очень многие из вас работают с родом, с семейными ценностями. Да, они сейчас у нас преображаются, меняются. И здесь действительно чувствуется, вот смотрите, 2 раза Адал, Иса и Торисас. То есть явно здесь что-то меняется, ну, так глобально в семьях. Поэтому интересно. Так, значит, у нас с вами 4 позиции. Вот наши 4 дракончика. 4 дракончика. Я их переворачиваю, перемешиваю. Да? Перемешиваю. Вы выбираете свою позицию. И мы полетели. Это новолуние предваряет у нас врата 0808, которые как раз про карму рода, про семейные ценности, которые сейчас преобразуются и трансформируются. Поэтому мне кажется, что это новолуние – это хорошая лакмусовая бумажка для того, чтобы вот осознать, что действительно для меня ценно. Я здесь сейчас именно про ценности семейные. А что я хочу оставить в своей жизни? Какой я хочу видеть свою семью, свой брак, общение с детьми, с родителями? А потому что так или иначе это выливается во все сферы нашей жизни. Нам очень важно чувствовать себя комфортно у себя дома, в кругу наших близких. Когда нам хочется бежать домой, а утром бежать на работу, это и называется человеческое счастье. Тогда мы здоровы, благополучны, и все у нас хорошо.
Поэтому, если кто-то из вас хочет подкорректировать, смотрите, Урус и Хагалас. Здесь прямо идет энергетика очищения потока матери, да, вот этой кармы рода. Интересно, что сейчас пойдет. Все-таки новолуние непростое, оно предваряет действительно врата 0808. Так что я приглашаю путников, которые работают с родом, обнуляют карму рода. Очень многие из вас жрецы. И жреческая практика у нас состоится 7 числа. Вся информация есть под этим видео. Пожалуйста, пройдите по ссылочке, прочтите, как это все проходит, чтобы вы понимали, как это будет. Ловушка самопожертвования. Без жертв у нас никак. Это прямо типичная родовая программа, да? Кстати, вот к самопожертвованию раки очень склонны. У них это прямо в крови, их гиперопека, гиперзабота. Они стремятся как бы всех облюбить, да? Часто не зная меры. И вот здесь у нас новое рождение. Новое рождение – это значит, у нас с вами меняется призма восприятия нашей реальности. Оказывается, можно быть свободным. Оказывается, никто тебя к этому не принуждал, только ты сам. Очень редко наши родственники нам прямо в лицо выставляют условия. Очень многие вещи мы делаем по наитию. Нам кажется, что так лучше, нам кажется, что так нужно, нам кажется, что так они хотят. The Maiden, Дева. Такая карта, которая говорит о том, что женская энергетика у нас царит. Опять-таки любовь, забота, нежность, вера, чувственность, эмпатия. Здесь у нас кабанчик. Не все так просто. Парень непростой у нас вышел из леса. У кабанчика, у него все хорошо с границами. Кабанчик, он очень бдит своей территории. И вот здесь такая воинственная у нас энергетика достаточно перемешана с любовью. Это, знаете, какое-то прямо состояние, когда мы защищаем наших близких, да? Мы защищаем наши границы. Мы готовы отстаивать интересы нашей семьи, да? Божественная любовь, дар божественной любви. Ощущение, смотрите, к нам идет такое, как будто бы мы познаем, что такое безусловная любовь вот в эти дни. Интересно то, что безусловная любовь, мы когда проходили врата, сердечные врата, там у нас были киты и касатки, да, мы как раз проходили врата кита, да, высший зодиак. У нас вставала тема безусловной любви и одновременно тема границ. Вот интересно то, что мы пришли к выводу, что высшие силы дают познание любви только через познание границ. Такая вот парадоксальная вещь. То есть когда мы можем выстраивать свои границы, мы в состоянии... Так, все ли я положила? Я смотрю. Возьму еще вот эти. Мы в состоянии познать, и что такое безусловная любовь.
Почему? Потому что, безусловно, любовь – это свобода, это независимость от другого человека. И, собственно, быть независимыми и свободными нам помогают личные границы. Вот таким образом в одном сердце помещается вот это состояние, когда мы чувствуем себя и отдельно, и в союзе, да, с нашими близкими и любимыми людьми. И здесь у нас новый взгляд. Посмотрите на мир по-новому, взаимопонимание и сострадание. Замечательная тема. Мне даже захотелось прочесть, хотя я не собиралась, но мне кажется, это важно. 128. И, кстати, 11-й аркан сила, который у нас 2 раза выпал. Давайте прочтем и через себя пропустим этот поток, как терапию. Сделайте шаг назад и взгляните на общую картину жизни. Начните мыслить шире и откажитесь от противопоставления «я» и «они». Измените угол обзора, посмотрите на мир по-новому. Каждый из нас – пылинка во Вселенной, но мы считаем, что все вращается вокруг нас. Мы грабим землю, уничтожаем ее, возводим стены, создаем границы и не понимаем, что это ведет к нашему исчезновению. Мать-Земля не нуждается в нас, но мы нуждаемся в ней. Пришло время очнуться, важно взглянуть на мир по-новому. Мы настолько зациклились на самих себе, что не понимаем, что большинство вещей, из-за которых мы не спим по ночам, не имеют значения. Мы тратим наше драгоценное время и ресурсы, сражаясь друг с другом, вместо того, чтобы объединиться и исцелить старые раны. Этот момент – лишь один вздох в истории нашей жизни. Жизнь – лишь один маленький узор, из которого складывается картина вашей души. Опыт вашей души – лишь вспышка в истории Вселенной, а звездная Вселенная – лишь горстка песка на просторах неизведанных миров. Эта карта появилась, чтобы помочь вам взглянуть на мир в целом. Стремитесь к взаимопониманию, найдите сострадание в сердце, и тогда вы сможете по-новому взглянуть на человечество и на его место в бесконечной истории того, что было, есть и будет. Послание карты. Как мне взглянуть на мир по-новому? Ну вот видите, какой глубокий у нас здесь, глубокое послание, новый взгляд. Здесь действительно пересмотрите, кто такой вы, какое взаимоотношение, какие взаимоотношения у вас с близкими в семье. Вот все про это. И про то, что границы нужны, но не нужна война, да, а нужна любовь, эмпатия и взаимопонимание. И границы личностные, когда они у вас укреплены, это как раз залог мира и внутренней свободы. Поэтому давайте будем в балансе. Любовь и границы. Итак, смотрим. Тайм-код, первая позиция, пальчики вверх, лайки. И мы полетели. Так, буду убирать я. Первая позиция – это у нас дракон воздуха. И послание для дракона воздуха. Прямо Геба и Адал. Замечательно. Любовь спасет мир. Здесь как раз, смотрите, и любовь, и свобода, и границы. И для вас это прямо новолуние, которое проявит, насколько важна для вас семья, насколько
важны вы сами для себя. Вот ваша внутренняя гармония обязательно выльется во внешнюю гармонию. Во всяком случае, поэтому новолунию кого-то ждет встреча с будущим супругом, супругой, кого-то ждет очень просто хорошее времяпрепровождение в кругу семьи. И ловушка зависимость, видите? То есть перепросматривайте, пожалуйста, насколько вы зависите от темы семейных ценностей, взаимоотношений с семьей, потому что действительно здесь пора, ну вот, баланс найти. Баланс – это прям тема для вас. Дракон воздуха найдет баланс между собой и теми, кого он любит, без кого он жить не может, но тем не менее нужно быть свободным. Так, здесь у нас двоечка пентаклей. Так, вот из тени. Из тени у нас вышло Into Minds. Состояние, когда мы колеблемся, когда часть нас уже осознает, что зависимость существует, но часть нас еще не готова жить иначе. Даже вот двойка здесь переходное состояние, то есть, но вы уже переходите. Вы переходите в состояние большей степени свободы и независимости. Держитесь этого состояния. У вас тотем гордый олень. В олене прекрасно сочетается любовь к миру, к людям и самодостаточность, уважение к самому себе. Берите качество этого замечательного оленя себе в новолуние для того, чтобы выйти из созависимых отношений и выстроить гармонию вокруг себя и внутри. Стремитесь к свободе и самосовершенствованию. Самоизлечение. Ну вот у вас все налаживается. То есть это новолуние должно вскрыть, с одной стороны, может быть, проявит какой-то негармоничный сценарий, а с другой стороны, здесь нет карт конфликтных, здесь просто про внутреннее осознание, что мне пора выходить из этого состояния зависимости. Да, паш огня, вы полностью готовы к этому, вы что-нибудь придумаете. Будет у вас какой-то такой момент, когда вы решите, что я не буду повторять старые шаблоны, по которым я уже действовал, ходила, поступала, мыслила. Я подумаю, как изменить ситуацию. Вот если у вас есть кризисная ситуация, вас не все устраивает во взаимоотношениях с близкими, прямо замечательная энергия, это дар богов для вас, замечательная фортуна наладить, сгармонизировать отношения в семье. Возможно, вы будете примирять своих родственников. Это тоже одна из вероятностей, потому что вы можете стать неким целителем, учителем для своих близких. Возможно, к вам кто-то обратится за советом, и вы дадите очень мудрый совет. Давайте посмотрим, что у вас древние киты и касатки. Ну, смотрите, у вас все через любовь, через большое сердце. Но что к вам возвращается? К вам возвращается самоисцеление и самоуважение. Кстати, интересно то, что травма, которую вы несли до сих пор, она еще с детства. Это какая-то детская тема, здесь это очень явно прослеживается. Очень часто это взаимоотношения именно с матерью, потому что мать ближе к ребенку в детском возрасте, поэтому в основном вот эти все травмы, они связаны с матерями чаще всего. И вот здесь, смотрите, исцеляется эта тема, исцеляется ваш внутренний ребенок, он становится веселее, резвее, самодостаточнее, и в вас вырастает шикарная, гармоничная личность, готовая создать собственную семью, прекрасные взаимоотношения, дом полная чаша. Это все у вас сейчас благодаря самоисцелению, самоизлечению вашего внутреннего ребенка. Смотрите, какое хорошее новолуние, чтобы привести в гармонию и баланс вот именно взаимоотношения с собой. Прекрасно пройдут все медитации, связанные с сердечной чакрой, с исцелением внутреннего ребенка, с освобождением от зависимости. Вы можете использовать мои медитации, потому что у меня есть медитации и сепарации, то есть кому нужна вот сепарация, например, с близкими людьми, которые
где есть созависимые отношения, перевести их на уровень сердца, да, чтобы это было не на уровне нижних центров. Потому что нижние центры, если вы в зависимости, они приводят к тому, что вы не можете реализоваться в социальном мире, найти работу, заработать денег, что-то своей волей изменить в своей жизни, постоянно с оглядкой на семью, поддержит она или нет. Это говорит о том, что вы не свободны энергетически. Для этого есть духовные практики. Ну что, по-моему, я вам достаточно рассказала. Медитация карма 0808, которая у нас будет 7 числа вечером, тоже вам в помощь, поэтому приглашаю. Вся информация есть под этим видео. Ну что, пальчики вверх, лайки, подписочки. Люблю вас. И мы приступаем ко второй позиции. Тайм-код. Что же вам несет это замечательное новолуние? Эйвас и Кана. Вы рискнете, решитесь. Дракон Земли решится, пойдет прямо, знаете, вот ставки на зеро. Сидели, думали, и вот что-то вот у вас зажжется. То есть у вас появляется энергия для проявления, в чем бы это ни было. Дар слияния у вас идет. Иди вовнутрь, тут страхи, да, поднимаются. Ну, страшно, но вы пойдете. Принцесса единорогов вам выпала, пчелка, отдых. Двойка огня, раскрытие вашего потенциала. Смотрите, здесь много творческой энергии на самом деле. Новолуние, энергия для вас. Сейчас скажу. Вы создаете для себя какую-то комфортную реальность. Вам хочется создать гармонию в разных областях своей жизни. Вы хотите так, чтобы все части вашей жизни не мешали друг другу. И вот долгое время вы не знали, вы как бы отрицали. То есть история в том, что если я буду отдаваться полностью работе, пострадает семья. Если я буду вкладываться в семью, пострадает моя самореализация. Вот здесь вот про это. И вы никак не могли понять, что же мне делать. Я боюсь остаться без семьи, и в то же время я хочу построить карьеру. И вот здесь вы перестаете бояться раскрываться и проявляться, ну, как-то всесторонне. То есть у вас происходит раскрытие потенциала, как бы вы понимаете, что вам хватит на все. Вот эта энергия, ощущение, что а чего так напрягаться-то? В принципе, ну, кто сказал, что не получится? Почему обязательно надо пожертвовать чем-то ради чего-то? Вот здесь вот как-то ваши страхи, они с одной стороны поднимаются, обостряются, а с другой стороны вы все-таки пойдете в реализацию. Вы попытаетесь как-то в своей голове соединить, на первый взгляд, на ваш взгляд, несочетаемые вещи. Поверьте, не пострадают никакие ваши отношения, семейные ценности. Я смотрю, вы их очень высоко ставите для себя. Но это не пострадает, если рядом с вами понимающий человек. И вот здесь самое главное – это поддержка. Вы знаете, мне кажется, вот это новолуние, оно покажет вам, что вы напрасно боялись, например, сказать своей второй половине, что вы хотите работать где-то в какой-то сфере, где вы будете довольно загружены, скажем так. Или вы хотите оставить одно место работы и начать совершенно другую карьеру, абсолютно новую. То есть вы делаете какой-то резкий такой вот поворот в своей жизни,
очень ярко раскрываетесь, и вот весь страх состоит в том, что не останусь ли я в одиночестве, не буду ли я осуждаема близкими. Потому что для вас семейные ценности очень важны. Но, насколько я вижу, это напрасные страхи. Напрасные. То есть вы будете поддержаны вашим окружением, если вы сами свой страх, ну, как-то успокоите. На самом деле доверьтесь, у вас все получится, у вас получится все совместить. И, и карта для вас, духовный совет, художник. Жизнь чистый холст, творчество и самовыражение. То есть смотрите, вам можно реализовать себя сейчас, ну, в разных областях. Вот как вы себе сейчас запланируете, так и будет. Насколько широко вы мыслите, насколько большой холст для себя вы возьмете, настолько большую картину мира вы для себя и изобразите. Берите холст побольше, раскрывайте ваш потенциал. У вас двоечка огня. Здесь прям так и написано. Потенциал, возможности и озарение. Перестаньте сомневаться в собственных силах, раскрывайте свой потенциал. Сомнения прочь, и этот месяц очень хорош для того, чтобы начинать то дело, которое вы, ну, как-то робко, боязливо, то ли не начинали, то ли так робко начинали, боялись в него вот войти глубоко. Прям стройте, 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 у вас получится. Хорошая здесь у вас энергетика. Это новолуние, в принципе, для вас вообще успешно, именно подчеркну, в разных областях. И могут сочетаться вещи, которые на первый взгляд вы считали, что невозможно делать одновременно. А вы сможете, у вас получится. Вот так. Не сомневайтесь в своих силах. Позиция 2. Ставьте лайки, подписочки. Тайм-код. И у нас третья позиция. Это у нас дракон огня. Энергетика новолуния для вас. Наутис и Ансус. Но здесь вы уже вошли в какое-то состояние Смотрите, здесь какая-то заточенность на победу у вас, и сейчас я возьму дополнительные. Дар искренность. Вот смотрите, у вас вы проявляетесь именно в форме вот сейчас вот. Не бойтесь просить помощи. Вот у вас пойдет какая-то тема «я не один, я не сам». У меня есть на кого опереться, положиться, потому что вы долго шли как одиночка. Такая энергетика собранная, такая аскетичная какая-то была. А сейчас как будто вы распускаетесь. И как-то больше в этом искренность, кайф, радость в этом какая-то. И Ансус — это очень успешная руна. Поэтому, вы знаете, везде, где вы будете сами собой, вот простым парнем, простой девчонкой, такой, какой вы есть, вот без понтов. Вот вам просто нужно быть собой. Это, наверное, знаете, вот не переигрывайте, хочется вам сказать. Не надо много вот пыли, гари, искр в глаза, то есть успокаивается здесь ваша энергетика, вы перестаете вот как-то достигаторство здесь уходит, и вы становитесь естественнее, у вас налаживается контакт со своей внутренней какой-то вы даже к себе мягче становитесь, не только к окружающим. Какая-то мягкость у вас появляется. Вот это новолуние делает вас доступным для очень многих людей.
какая-то жесткость вот здесь. Да, видите, борьба какая. У вас был очень тяжелый период. The Gift. Угу. Выдра. Божественная защита. Так, посмотрим. Тут две карты выпало. Двойка воды и паш воздуха. Вот смотрите, да, я правильно считала. Двойка воды и паш воздуха. Смотрите, вы были закрытой с такой вот структурой, к вам как-то на хромой козе не подъедешь. То есть, может быть, внешне вы и были дружелюбны, но это не шло вот... У вас не было необходимости контактировать с другими людьми. Сейчас вот по выдре прямо видно, что вам даже нравится жить каким-то таким кампусом, да? Что-то происходит, что-то меняется. Вы задумываетесь о семейных ценностях. Дракон огня перестал заниматься каким-то достигаторством. Он начал задумываться о том, что ведь неплохо иметь рядом родственную душу. Представляете? И у вас душа перестраивается на состояние «мне нужен кто-то рядом», близкий, родной. Вы готовитесь к какому-то состоянию, когда вы готовы будете принять кого-то, находящегося рядом с вами. Вот здесь очень много какой-то одиночной энергии. Не знаю, находитесь ли вы глубоко в отношениях или вы сейчас ищете пару, но вот по дракону огня идет какая-то одиночная энергия. Веди, не следуй, новый путь, будь лидером. Ваше окружение вот именно поддерживает вас, и это благодаря тому, что вы такой, какой вы есть. Вот не переигрывайте, просто будьте естественным. Радуйтесь, играйте, веселитесь, принимайте жизнь такой, какая она есть. Очень классный месяц для того, чтобы вот как-то вокруг себя собрать людей и повести к какой-то цели. Но это все как-то вот по выдре без подвигов будет происходить. Это как-то будет легко происходить. И это будет совместно, это будет без борьбы. В общем, вы выходите из состояния кодов выживания, вы выходите в состояние любви, принятия, ощущения того, что я свободен. И вот истинное лидерство у вас просыпается тогда, когда вы перестаете его желать. Вот такое впечатление, что раньше вы хотели быть лидером, а теперь вы стали им. Не знаю, для кого вы будете лидером, но ваше окружение, какое бы оно ни было, да, оно начинает понимать вас. Вы сумеете донести ценности, которые вы несете, задачи, которые необходимо выполнять. Вот здесь очень важно, важно сейчас это окружение. Вы желаете контактировать. Вот эта энергетика, которая говорит о том, что выстраиваете вокруг себя какое-то поддерживающее окружение. Не теряйте время. Здесь, правда, больше социального я вижу, чем прямо, знаете, вот такого интимного момента. Но интимный момент здесь сквозит так исподволь, что через ваше открытие к вашему окружению социальному, там, по роду деятельности, все равно внутренняя подготовка к принятию в свою жизнь родственной души, близкого человека, с которым вы смогли бы вот бок о бок существовать, оно где-то там фонит. И вы уже перестаете отрицать эту мысль, вы думаете о том, что, елки-палки, а ведь и неплохо было бы, может быть, когда-то опереться на чье-то плечо. Вот уходит вот эта тема «я сам, я один, я добьюсь», и вот именно в этот момент вы становитесь лидером. Потрясающая энергетика у дракона, она такая какая-то и простая, и сложная одновременно, но самое главное, что вы достигаете единства со своими чувствами. И вы становитесь абсолютно понятными для тех людей, с которыми вы общаетесь.
То, что раньше было очень трудно достигаемо с точки зрения общения и донесения смыслов, сейчас принято, понято и без натиска, без нажима. Я желаю вам выстроить наилучшие такие духовные, душевные связи с вашим ближайшим окружением. И хочу подчеркнуть, что в любом случае, семья ли это или работа, вы выглядите в этом месяце очень заметной личностью, за вами хочется следовать, ваши мысли воспринимают. Окружение говорит: да, нам нравится то, что ты говоришь, давай это делать вместе. Это классно. Уходит вот это сопротивление и борьба. Все признают в вас мудрого лидера. Это классно, очень классная энергия. Так что достигайте всего, что вы хотите, силой своего слова, мудростью и искренностью. Пальчики вверх, подписочки. Вот, люблю ваши лайки и подписочки, мои дорогие друзья. И мы ставим с вами тайм-код. И это у нас 4-я позиция, дракон воды. Дракон воды. Давайте посмотрим, что для вас несет это новолуние. Какой у вас тут приз будет, что хорошего. А драконы воды, они, как всегда, они у нас в чувствах, да, в чувствах и в эмоциях. Что-то вы тут такое себе откопаете. Вот вы копаете, понимаете, вам нравятся ваши эмоции, вот эти вот все состояния, но сейчас у вас очень яркие эмоции. Вот в это новолуние у тех, у кого стихия вода преобладает, эмоции, они какие-то, ну, у кого-то это будут радостные, искристые и так далее, у кого-то это будут неконтролируемые, да, эмоции. Но в любом случае, что интересно, вы познаете эту грань себя и с мудростью принимаете. Так что вот в это новолуние, что бы ни произошло, какую бы вы ни выдали ноту, в любом случае принимайте это и изучайте это. Это что-то интересное. Да, представляете, изучайте, говорю, идет дар учеба. То есть вы изучаете себя через проявление ваших эмоций. Потому что, возможно, был запрет на проявление эмоций. Сейчас посмотрим другие карты. Мастер, здесь какая хорошая карта. Да, что у нас из тени? Вор, да, the thief. И тюлень. Связь с Божественным Духом. Король Пентаклей. Да, здесь был период, когда вы вот так я скажу, когда вы сомневались в том, что вы достаточно, что вы готовы к чему вы готовы. Почему-то опять идет такая история к самореализации. Вот в чем ваша самореализация? Ну, у кого-то в чем-то, но здесь все равно мне идет больше раскрытия творческого внутреннего потенциала. И через этот творческий потенциал в любом случае, вот смотрите, к вам идет привлечение партнера. Уж не знаю, в этом месяце или не в этом, но благодаря своей креативности, творчеству, профессионализму, проявленности, вы как будто раньше себя обкрадывали тем, что вы не проявляли себя таким, какой вы есть. И сейчас вы учитесь потихонечку
выступать на публике, говорить что-то от сердца, проявляться, доносить до людей какие-то мысли, смыслы. А раньше вы это все как-то, ну вы просто считали, что ну кому это надо, вот так вот. Это никому не надо. И сейчас вы учитесь быть раскованными, не зажатыми, не закрепощенными. Вы следите за своей мимикой, за своей речью, за тем, как вы двигаетесь. Вы учитесь быть естественным и расслабленным. Потому что вот было вот ощущение, что вы были в таком нервике каком-то. В нервике, но при этом вы скрывали это. И вот это состояние зажатости, то есть внешняя расслабленность у вас была, а внутренняя зажатость. А сейчас у вас как будто изнутри что-то отпускает. Может быть, это вас удивляет, может быть, это будет очень ярко проявляться, может быть, иногда это будет кого-то изумлять, ваша такая резкая перемена. Но я могу сказать точно, ваше проявление эмоций и ваша внешность, возможно, даже внешность, потому что это, знаете, вот как мы себя внутри чувствуем, так вот и снаружи. Вы, возможно, будете как-то меняться даже и по имиджу, и вы будете сейчас искать, где проявить вот эту вот свою внутреннюю креативность, эту свою суть. Но вы учитесь, делаете шаг за шагом. И вот это привлекает к вам даже здесь противоположный пол. То есть, смотрите, не упускайте этот месяц на пути творческой реализации. Начните, пожалуйста, какое-то новое дело. То, что вы как-то считали, что вы этого недостойны, не сможете, не получится. Новое дело. Вы здесь только становитесь на путь, но у вас дар, связь с Божественным Духом, у вас есть способности, возможно, кто-то займется эзотерическими какими-то вещами, то есть тут мастер выпал, тут связь с Божественным Духом, то есть тут раскрываются, безусловно, для тех, кто займется, парапсихологические способности. И смотрите, внутренняя земля, вы переживете это, новые решения и начинания. Вот ощущение трудного периода, который подходит к концу. Вы знаете, вы выходите из вот этого состояния какого-то. Ну вот я еще раз скажу, капсула, зажатость, не знаю что. И сейчас вот резкая вспышка. По сравнению с тем, что было, это просто как небо и земля. Ну просто приведите свои эмоции в порядок, если они через край. И вот смотрите, вам совет. Король земли. Ответственность, уважение и опора. У вас есть на кого опереться или кто-то появится в ближайшем будущем. По-моему, это замечательно. Вы не одни. Но как минимум у вас есть вы, есть внутренняя опора, есть внутреннее ощущение зрелости. Обопритесь, по крайней мере, на себя, на свою волю. Идите к своей цели, начинайте новые дела, раскрывайте свой креатив, медиумизм тут точно идет у кого-то, парапсихология, не знаю. Кто-то, может быть, пойдет обучаться, а кто-то, может быть, начнет учить кого-то. Наконец-то вы становитесь мастером. Вы накапливать будете вот этот опыт. То есть у вас идет раскрытие своего именно потенциала в реализацию. Но вот что интересно, вы через это можете привлечь очень интересного, симпатичного короля Пентаклей. Кому это нужно, пожалуйста. Берите, а кто-то денежек заработает на этом. Может, у кого-то первая зарплата в этом месяце капнет. Тоже я вам этого желаю. Я вам этого желаю, чтобы через вашу духовную работу над собой вы также смогли и заработать, и создать приятные, прекрасные взаимоотношения с противоположным полом. Ну что ж, пальчики вверх, подписочки. Люблю вас. Обожаю, мои дорогие родственные души. Еще раз приглашаю вас во врата 0808. Ссылочка есть под этим видео. Мы будем работать с кармой рода. Карма 0 будет медитация, очень мощная. Нежно обнимаю всем сердцем, ваша Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Пока-пока.